Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Наконец-таки обновление до eFootball 2023 состоялось, все новости мы уже обсудили, и теперь пришло время поговорить про геймплей, потому что еще до релиза обновления многие причитали: а где же про геймплей, где про игровой процесс, почему Konami об этом не рассказывают, почему ты об этом не рассказываешь? Так пришло же время поговорить про геймплей. Да, опять-таки, как я заявлял в предыдущем ролике, Konami не анонсировали каких-либо значимых изменений в игровом процессе, но тем не менее, прежде чем что-то утверждать наверняка, нужно это опробовать, нужно это поиграть. Поэтому после пары-тройки игр в офлайне и немножко в онлайне, мы можем прийти к выводу, что все-таки игровой процесс претерпел некоторые изменения, о чем я предлагаю поговорить сегодня. Устраивайтесь поудобнее, в комментариях я буду ждать ваше мнение по поводу обновленного игрового процесса, ну а также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, это не менее важно. Сперва я поделюсь своими впечатлениями от игрового процесса в офлайне, потому что большую часть матчей я сыграл именно что в офлайне. В онлайне тоже немножко поиграл, но учитывая мой здешний, опять-таки, интернет, коннект слабый, отклик тоже слабый, поэтому по минимуму, но там тоже есть что сказать. Итак, опять-таки, я не буду долго таить интригу и сразу скажу, что игровой процесс в офлайне мне очень даже понравился. То есть, не поймите меня неправильно, это все та же eFootball со своими минусами. Опять-таки, глобальных изменений не произошло, как было в апреле, но тем не менее, играть стало приятнее. И вот почему. Потому что Konami исправили полчищу ошибок, которые присутствовали в игровом процессе ранее. Они исправили далеко не все, но тем не менее, то, что они исправили, позволили сделать геймплей плавнее, приятнее, не таким быстрым. Самое главное, что я успел заметить во время игрового процесса, это то, что игроки перестали хаотично передвигаться по полю. Теперь они двигаются чуть более разумно, что ли, я не знаю. Не пытаются бежать вперед, сломя голову. Компьютер теперь реже закидывает вперед, то есть если раньше компьютер на высоких уровнях сложности просто закидывал вас закидушечками на фланге, то теперь такого намного меньше. И в целом темп игры он стал опять-таки медленнее. Опять-таки парадокс, потому что геймплей по сути не изменился, но он стал поприземленнее, он стал не таким быстрым, как раньше, потому что он достаточно был скоростным, несмотря на не самые быстрые анимации и в целом не самое быстрое движение игроков. Но тем не менее сам темп, он какой-то был чуть более скоростным, нежели сейчас. И соответственно, даже играя против искусственного интеллекта на высоком уровне сложности, играть приятно. Играешь размеренно, неторопливо. За все эти матчи, что я играл против суперзвезды, у меня были такие моменты, когда я мог немножко сбавить темп игры, осмотреться и только после этого сделать какую-нибудь передачу или пробежаться, в то время как раньше подобного не было. Все 90 минут игры, они происходили на высоких скоростях. На соперника бежишь ты, соперник бежит на тебя, и как-то так проходит вся игра. Теперь с искусственным интеллектом это проходит несколько иначе. Однако все еще не без ошибок, и предыдущие ошибки все еще сохранились. Например, когда соперник у вас выбивает мяч из-под ног, и у вашего игрока есть возможность, чтобы догнать этот мяч, он не бежит за ним, он просто опускает взгляд куда-то в поле и расстроенный шагает по полю, вместо того, чтобы сделать рывок и догнать мяч. Опять-таки, защитник может просто в подкате прокатиться, чуть-чуть задеть мяч, и ваш игрок все еще будет успевать на него, но он за ним не побежит. Пару раз таких ситуаций я видел в геймплее, и это мне на самом деле не понравилось, потому что опять-таки были шансы забрать мяч, и мы его просто теряли на ровном месте. Но при всем этом геймплей в офлайне намного лучше, нежели был раньше, и нежели сейчас присутствует в онлайне. В онлайне он стал тоже чуть более сбалансированным, но при этом чуть более резвым, что ли. А поэтому, когда в игру завезут офлайн режимы, играть в офлайне будет то еще удовольствие. Сейчас мы не говорим про графику и про качество режимов, а именно про сам игровой процесс. Мне он очень понравился, и теперь я жду офлайна в eFootball еще больше, нежели раньше. Теперь немного про геймплей в онлайне. Как я упомянул чуть ранее, он стал чуть более сбалансированным. Скорости никак не изменились, однако теперь искусственный интеллект на вашей стороне играет чуть более умнее, нежели это было раньше. И теперь вы ощущаете какую-никакую, но все-таки поддержку. Вроде как изменилась игра голкиперов, и теперь они не пропускают уж чересчур какие-то дуры, и соответственно стали чуть более надежнее. Хотя опять-таки мнения насчет геймплея в онлайне разнятся, потому что кто-то говорит, что игра потеряла баланс, и теперь все игроки почти как один, а некоторые наоборот заявляют, что играть стало лучше. Кто-то говорит про болото, а кто-то говорит про лучший игровой процесс. Поэтому сколько игроков, столько и мнений.
Это было мое скромное мнение касаемо обновленного геймплея в eFootball 2023. Я более чем уверен, с каждой новой неделей этот самый геймплей будет постоянно меняться. Скорее всего, оффлайн это никак не коснется, но онлайна уж точно. Ну а что думаете вы по поводу игрового процесса? Пишите в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, это не менее важно. И обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. У меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам приятной игры. Поменьше гандикапа и поменьше бомбежки. До скорых встреч.